Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». За этим блюдом едут к нам в Дагестан, чтобы его попробовать. Оно очень популярное, одно из шедевров дагестанской национальной кухни. И готовить мы сегодня с вами будем аварский хинкал. Досмотрите видео до конца, с вас лайк и подписка. Итак, давайте начнем приготовление. В холодную воду погружаем мясо. У меня ребра. Обычно у нас добавляют сушеное мясо. Я добавляю козы. Я не нашла. Это конина. Вот так зубочисткой нужно обязательно в нескольких местах проколоть. Вот так. Погружаем. Варить будем 1,5 часа. Через 20 минут нам нужно обязательно снять пенку, когда закипит. Сначала огонь был большой. И очень важно, сейчас я уже на меньший огонь перевела, эту пенку не упустить. Вылавливаем ее всю. Иначе бульон будет мутный. И сейчас газ переводим на огонь ниже среднего. Слегка присаливаем. И будем варить 1,5 часа. На огне чуть ниже среднего. Не надо, чтобы сильно кипела вода. И вот так полузакрытой крышкой оставляем. Так, у нас уже прошло 1,5 часа. И сейчас нам нужно мясо освободить от косточек. Как раз на нашем кусочке мяса, посмотрите, и косточка, хороший костный бульон, и немного жирок. Как раз так, как надо. Косточки уже отделились, их выбрасываем. Добавляем несколько горошин душистого перца черного и 3 небольших листочка лаврового листа. Там, где косточки отделяются, свободно их отделяем. А если они еще крепкие к мясу, то мы их просто не трогаем. Все извлекается легко и просто. На кусочки не буду резать. Вот так цельное мясо и будем подавать к столу. Мясо отправляем снова в бульон. Проверила, чтобы мелких косточек тоже не было. Мясо прям мармеладное. 6 средних картофелин помыли, очистили от кожуры и отправляем сюда же в бульон. Варим до готовности. Минут 30-35. И прикрываем крышкой. А пока готовим тесто. В отдельную емкость добавляем 500 мл кефира. У меня домашний. Я оставлю ссылку, как я готовлю. Можете в магазине любой кефир, любой жирности. Добавляем 1 чайную ложку соды без верха, 1 чайную ложку соли без верха. Смешиваем, чтобы сода погасилась сейчас. Произойдет реакция. Кефирчик у нас кисловатый. Начнется взаимодействие. Этот хинкал очень быстро готовится. 1-2 раза приготовите, и потом будете его готовить постоянно. Готовый хинкал можно замораживать. На завтрак мы его подогреваем, кушаем. Он очень вкусный, даже в холодном виде. Видите, какая реакция? Пузырьки. Можно добавить 1 яйцо, а можно не добавлять. Классический вариант: не добавляют яйцо. И сейчас сюда отправляем муку. Муку я уже заранее просеяла. 1 килограмм у меня. Тесто у нас должно хорошо держать форму. Ну и сильно тугим тесто тоже не должно быть. Замешиваем тесто. Мы обычно такое тесто замешиваем на глаз. Уже знаем, какая должна быть пропорция. Мука может отличаться, поэтому смотрите по вашей муке, какая должна быть консистенция в готовом виде теста. Вот посмотрите, я отвесила килограмм, и я так понимаю, что мне понадобится не килограмм, меньше муки. Вымешиваем тесто минут 5-7. Выкладываем на рабочую поверхность.
У меня на это тесто пошло 740 грамм. Точное количество ингредиентов под видео в описании в инфобоксе обязательно напишу. Смотрите под видео в описании. И сейчас скатываем тесто в шар. Вот такое тесто у нас должно получиться. Никакого масла мы не добавляем. Отличное тесто. Накрываем, чтобы тесто не заветривалось. Даем ему отдохнуть минут 30. Сейчас приготовим подливу. Я буду готовить томатную подливу на топленом масле, либо на сливочном, либо на растительном можно. Мне очень нравится на топленом. Вкус очень хороший. Сюда же выкладываем томатную пасту. На огне чуть ниже среднего. Прожариваем хорошо томатную пасту. Либо можно от кожуры очистить помидоры и вот так же помидоры обжаривать. Масло и томатная паста должны смешаться. Все хорошо смешиваем. Сейчас у нас должно закипеть. Влага должна выпариться. Мы разные соусы подаем к такому хинкалу, курзе, к пельменям. Это очень вкусная такая соус. Готовьте, очень вкусно. Немножко присаливаем по вкусу. Если у вас соус или помидоры кисловатые, добавьте немножко сахар, в конце. Пусть немного влага выпарится, и у нас соус будет готов. Выдавливаем 2 зубчика чеснока туда, где у нас будет соус. Выливаем сюда готовую подливу. У нас все готово. Посмотрите, какое мясо дребезжит. Выкладываем на большое блюдо, в котором будем подавать. Колбаску тоже достаем, мы ее будем разделывать при подаче. И достаем картошечку. Она у нас уже готова. Очень хороший бульон, жирный. Как раз хинкал отваривать. Просто красота. Я проверяла на соль бульон. У меня бульон очень хорошо солоноват. То есть картошка и мясо очень хорошо впитали эту соль. И перец. Добавляем либо воду, либо немножко бульон. Смешиваем. У нас должно получиться вот такое, как суспензия. Видите, густое какое. И это такая вкуснятина, как ароматно пахнет. Готово. И готовим соус из грецких орехов. От перегородок освобождаем. Нам нужно совсем немного. Добавляем немножко соли. Все по вкусу. Немножко воды. И нам все нужно перемолоть. Такой соус обычно используют к хинкалу даргинцы. Все народы Дагестана обожают этот соус. Измельчаем. Итак, у нас он слишком, посмотрите, густой. Поэтому мы сейчас еще добавляем воды. Соус должен быть беленький и мелкий орех. Вот такая масса должна получиться. Ореховый соус тоже готов. Посмотрите, какой у нас соус получился. Еще немножко соли добавила. Отлично, готово. Тесто наше готово. Подпыляем поверхность мукой и раскатываем где-то 1-1,5 сантиметра. Так, чтобы везде было все равномерно. Просто нужно пробовать, быть смелее. Не надо ничего бояться, и однозначно у вас получится. И придерживаться рекомендаций. И для себя откроете новое блюдо. Вот такая толщина, посмотрите. Лишнюю муку счищаем.
У нас обычно нарезают на ромбики, либо квадраты. Слишком большие не будем, они еще будут увеличиваться. Где-то 4-5 сантиметров шириной. Нарезайте полоски. Вот такие, вот такие. Перекладываем на доску. Вода у нас уже закипела. И сейчас мы формируем остальные ромбики. Сразу подготовьте шумовку и зубочистку, чтобы вы сразу могли проколоть, когда они сварятся, потому что они варятся очень быстро. Такие кусочки. Хотите, можете вырезать сердечком. Вот здесь уже готовые для ромбика. И мы продолжаем эту тему. На финишной прямой. Итак, идем варить. Видите, у нас вода хорошо кипит, выше среднего огонь. И сейчас с этого момента, как мы с вами отправляем, засекаем время 5 минут. Много закидывать сразу не надо. Накрываем вот так крышкой и засекаем 5 минут. Вот первый раз закипело, мы вот так шумовкой их задаем движение. И еще дадим им закипеть. Я время засекаю. Посмотрите, их нельзя переварить и нельзя недоварить. Поэтому вы тоже время засекайте. Вот они уже легкие. Осталось буквально еще минутка. Все у нас готово. И сейчас самый ответственный момент. Вылавливаем и зубочисткой обязательно каждую протыкаем, иначе почернеет. Все делаем быстро. И то же самое проделываем с остальной партией. Отсчитываем 5 минут. И вот сейчас, как только закипело, обязательно погружаем их. Это очень важный процесс. Его пропустить нельзя. Снова накрываем. Снова закипели, и снова мы их погружаем. Какая красота! У нас, конечно, есть хозяюшки, аварочки, которые не засекают время. Они уже четко знают, когда должно свариться. Но я засекаю. У меня еще пока так не получается, как у них. Колбаску нарезаем. И оформляем блюдо. Итак, дорогие друзья, какой же сытный и вкусный ужин у нас сегодня получился. А пампушки просто изумительные. Всем настоятельно рекомендую приготовить этот хинкал. Порадуйте себя и своих любимых. Приготовив его единожды, вы будете его готовить много-много раз. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ваши лайки, комментарии и подписка для нас огромная мотивация. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.